Всем позитивного времени суток, дорогие друзья, вы на канале EvilSlav, и сегодня в рамках рубрики «Вся правда о данжах и прибыли из них» мы продолжаем смотреть статики, но уже 5-го тира в желтых локациях в одного. Но прежде чем приступить, хотел бы показать и обратить внимание на некоторые моменты и часто задаваемые вопросы в личке, в дискорде и комментариях. Во-первых, можно использовать массу разного оружия, которое вы хотите покачать. Только стоит использовать более высокий тир для комфортного фарма в соло, минимум 6-3. Но без мастерок и высокого тира вещей вы рискуете часто отправляться в нокдаун из-за нехватки урона, который будет ломать ваши предметы на 5% каждый раз. Тем самым ремонт может стоить вам целого состояния или того самого шмота, который в некоторых моментах проще выбросить, чем ремонтировать. Экспериментируйте, не бойтесь. Я покажу для примера билды соло игроков и группы, которые мне попадались на пути. Вы можете прийти в статик с билдом на боевой топор и взять с собой оружие, которое хотите покачать. Очень часто там собираются в группы. Вам могут предложить создать группу из 2 игроков, затем встретите еще пару одиночек и таким образом собраться до огромного блоба, который будет аннигилировать все, что будет попадаться на его пути. И в такие моменты вы можете менять боевой топор на тот вид оружия, который хотите покачать. Многие так и делают. Как вы видите, все качают и фармят разнообразным оружием. Правда, есть и пара неудачных моментов. Под ними будет надпись «Как не стоит делать», ведь они сломали или сломают свою экипировку в нокдаунах. Однако не все так радужно. Многие игроки будут вам мешать фармить занятое, по их мнению, место. Хотя их и в помине не было, когда это место зачищалось от мобов. Но они всячески будут вам мешать фармить славу. В конкретно моем случае на меня пытались сбросить мобов, но увы не получалось. Впоследствии ребята где-то час за мной бегали, мешая писать материал. А также второй тип игроков, которые попытаются вас кинуть при фарме сундука. Как вы видите на экране, перед местом респа сундука мне кидали пати. Я принял, и мы вместе стали чистить. Как только осталась пара мобов, на пару ударов он вышел с группы и открыл сундук. Так что будьте внимательны. Но это не значит, что в каждом стоит подозревать такого вот кидалу или неадекватов, которые будут вам мешать фармить. Теперь давайте посмотрим и поговорим о бестиарии, который будет услужливо подыхать на нашем пути к величию. А также, что с них мы сможем получить. Не повезло тем бедолагам, которых не выбросило приливом на берег поселения. Им пришлось выживать самим. Со временем они отвыкли от людей и одичали, прибившись к лагерю хранителей, став одичалым. Все плюшки за его избавление от бренности бытия вы видите на экране, как и остальных его сородичей и собратьев. С течением времени его дикость становится его силой, превращая его в берсерка, сильного и бесстрашного воина. Ранив такого, вы только сделаете его сильней. Те немногие из берсерков, которым удалось пройти множество битв и выжить в них, закаляют свою плоть и дух настолько, что они становятся закаленными берсерками, возле которых даже воздух становится суровым и начинает светиться от своей значимости. В племени хранителей настолько суровы законы, что даже женщины там рождаются с метательными топорами и званием воительницы. Отточив мастерство владения метательными топорами, их повышают до охотниц, особо умелые и целеустремленные из которых становятся известными охотницами. Топоры таких идут впереди и говорят об их приближении. Если тебе удалось, путник, пережить встречу с одним из таких вестников, то лучше не испытывай судьбу и занимайся мирной профессией. Однако не все из хранителей забыли свои корни и измельчали. Возможно, они просто молоды, как эти молодые гиганты, которые со временем впитывают силу земли и становятся полноценными гигантами, остановить которых не способно ничто, и мало кто из воинов способен с ними потягаться. Если же вам повезло встретить седого гиганта, хоть это и сложно назвать везением, не шевелитесь и постарайтесь унять барабанную дробь вашего сердца. Возможно, вас не заметят, ведь зрение у них уже не то. Но этого нельзя сказать об их силе. Никогда гиганты не бывают так сильны и опасны, как в старости. Лишь некоторые из расы хранителей способны управлять стихиями и говорить с природой. Таких называют друидами, и со временем они становятся едины с ней, получая второй сан друида и коричневую мантию, а также плащ-палатку и щенка-бульдога или медвежонка. Их часто и легко перепутать с новичками, немногим из которых удастся узнать все тайны стихий и секретов природы. Тем самым их можно узнать по сиянию вокруг них.
и мощному посоху. Увидев такого, не советую испытывать судьбу, грубя, а иначе рискуете квакать на болоте и стать истинным ценителем и знатоком вкусовых качеств комаров. Очень редко, но все же встречаются шаманки в рядах хранителей. Они, в отличие от друидов, занимаются врачеванием и усилением племени. Нередко с ними шагает их ручной питомец – медведь. Но глубоко обманется тот, кто решит погладить милую и домашнюю зверушку. Ведь оторванная рука еще никого не украшала. Со временем медведи становятся только сильней, как и их хозяева. Билд я использовал точно такой же, как и при фарме статиков 4 тира. Ссылка на ролик с детальным рассказом о нем будет в описании. Единственное изменение, здесь я использовал око в левой руке, дабы не мучаться с манной. В 4 тире не особо с ней возникали проблемы. В 5 статиках она жизненно необходима, ведь конкуренция здесь, пожалуй, самая высокая. В идеале универсальный билд, с которым можно комфортно фармить статики с большинством оружия, которое вы захотите покачать, выглядит примерно так. На тело адская куртка с аурой вампиризма, даст нам отхил и урон по площади вокруг себя. На голову капюшон призрака с озарением для быстрого сброса восстановления куртки. На ноги же ботинки упорства со слепой зоной. С них можно врываться в бой, нанося неплохой доп урон и неплохой сейв, если видим, что не сможем забрать пак мобов. Или на нас сбросили соседний пак мобов. Какой тир брать? Все зависит от вас. Но не всем видам оружия, которые вы возможно захотите покачать, будет комфортно там аннигилировать мобов в соло. Так что лучше не ниже 6.3. Мастерки и так будут расти как на дрождях, но чем выше тир, тем быстрее и комфортней вам будет качаться. Однако решать только вам, дорогие друзья. Не удивляйтесь, друзья, смена фракции временная. Просто для ряда видеороликов записываю материал, побываю во всех фракциях, но затем вновь вернусь в Мартланд. Далее будет открытие сундуков. Кому интересно, приятного просмотра. Кому нет, для вашего удобства сделаны тайм-коды. До встречи в итогах. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. I'm coming for the throne. Повторяюсь, я хожу в статике за славой и очками фракции. В итоге у нас вышло нокдаунов 1. На ремонт потратили 264 756 единиц серебра. Времени затрачено 10 часов. Славы заработано 8 миллионов 139 386 единиц. Очков фракции 59 206 единиц. Серебра поднято с пола 696 274 единицы. Сумок с серебром 246 тысяч. Лутом же заработано суммарно 1 миллион 130 тысяч 839 единиц серебра. В целом, как место для фарма славы и фракционных очков, в самый раз. Далее посмотрим, чем порадуют более высокие тиры статиков, а также лут с них, с учетом PvP стычек. Всем спасибо за просмотр, оценивайте данное видео своими гигантскими лайками, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового.
Пишите в комментариях свои предложения и мнения о подаче материала. Это поможет мне улучшить его подачу, или можем там просто пообщаться. Всем приятной игры и только позитива в процессе. До новых встреч, друзья!